Вітаю на своєму каналі Закоханих у квіти та рослини. Я Світлана, і ви потрапили у мій сад під Києвом. Как только в моих видео попадают в кадр лилии, вы сразу же начнете задавать вопросы про сорта. Сегодня решила отдельно рассказать и показать вам свои махровые лилии сорта серии Rose Lily. Расскажу про характеристики сортов. Они растут у меня в саду всего второй год, именно эта серия лилий. Дам свою оценку этой махровой серии, а еще подскажу совет, как продлить цветение лилий в саду. Можно сделать так, чтобы они украшали сад с июля по сентябрь. Можно так сделать. Небольшое видео про другие сорта лилий есть на канале. Ссылку оставлю под видео, можно посмотреть. Как раз открылись заказы на цветы сезон 2024 год на многих сайтах. Поэтому, думаю, вы очаруетесь этими ориентальными махровыми лилиями, как очаровалась я. И они будут в вашем саду уже этим летом украшать клумбы. Я как раз заказала из серии Rose Lily еще два сорта. И два сорта из серии Lucky. Будем ждать марта и сажать вместе с вами. Жду лилии Lucky Queen, Lucky Ангел и из серии Розы Лили Саманта и Сита. Это говорит о том, что махровые ориентальные лилии – это чудо из чудес, моя особая любовь. У меня еще есть лилии махровые серии Лотос, но сегодня не о них. У махровых лилий особые характеристики, отличительные черты. Двойное или тройное количество лепестков. Часто лепестки имеют волнистые края. Отсутствуют тычинки и пыльца. Лилии из этой серии имеют мягкий, приятный аромат. Еще интересная особенность, что в срезке они стоят дольше, чем обычные лилии. До 2–2,5 недель. Я в этом году красивый букет из лилий делала. Белые лилии ОТ гибриды. И одну ветку срезала как раз Rose Lily Талиса. Такой красивый и стоял действительно долго. На видео как раз видно, что и расцветают эти лилии тоже позже всех. Уже все в цвету, а махровые только на старте. Самые последние в саду из лилии расцвели. Интересно, что все сорта этой серии названы женскими именами. Микаэла, Рамона, Сита, Саманта, Изабелла, Фелиция. Всего в серии более 20 сортов, представляете? Ну, а начну я про лилию. Первый сорт, который я вам показываю, это лилия Rose Lily Аннушка. Имеет розоподобные цветы. Все лилии из этой серии имеют такие цветы. Лепестки перекрывают друг друга и расположены рядами. Цветы всегда только махровые. Rose Lily Аннушка напоминает цветок лотоса и по форме, и по окрасу. В начале цветения она бело-кремовая, а по мере распуска становится жемчужно-розовой и немножко слоновой кости цвет. Вообще как перламутровый цветок у нее. И особенно красиво в каплях дождя. На дождь, соответственно, не реагирует. Лилии вообще дожди переносят по сравнению с розами легко. Этот сорт относительно невысокий. Высота цветоноса до метра.
стебли очень крепкие и не нуждаются в опоре. На каждом стебле формируется до 12 бутонов больших. Цветки крупные, до 18, может даже и до 20, смотря какое удобрение вы им там предложите. Махровые, как я сказала, немножко волнистая кайма у лепестков. Цветет июль-август. У меня зацвели эти лилии в последние дни июля. Как и все лилии, любят солнышко, желательно в первой половине дня, а после обеда, чтобы немножко тень ажурная от окружающих кустарников или деревьев на них попадала. Не на полном солнце высаживать. Устойчивость к болезням и вредителям у лилий этих сортов высокая. У меня единственное в этом году лилейный жук в одной зоне сада, представляете, съел штук 10 лилий. Все остальные нормально, а там почему-то я увидела поздно. А этот лилейный жук, он как колорадский жук. Раз, и только лысая палка осталась. В этом году буду особо бдительна. Обрабатывайте от вредителей свои цветы. У этой лилии очень высокая устойчивость к морозам и допускает посадки от 3 до 8 зоны морозостойкости. То есть она выдерживает морозы до минус 30 градусов. От 4 зоны требует укрытия на зиму. Я в этом году часть лилии лапником укрыла. Посмотрим, как перезимуют. Выбирайте правильное место для посадки, чтобы и не переувлажненная почва была, и не пересушенная. У меня капельная трубка лежит где-то в полметре от лилий. Им так понемножку достается воды при поливе гортензии. Ну, по уходу я вам еще расскажу, когда будем сажать мои новинки. Ну, а сейчас махровая лилия, розалилия талиса. Наверное, самая ваша любимая. Имеет нежно-розовый окрас и форма розоподобная. Все лилии этой серии имеют форму розы. Лепестки имеют малиновую полосу по центру и темный краб. Интересная отличительная особенность этого сорта. Такие белые блики, светлые, кремовые, по краям, опять же, волнистых лепестков. И цветок благодаря этому зрительно увеличивается в объеме, как 3D издалека смотрится больше из-за белых бликов. Размер бутона до 22 сантиметров. Может быть, немножко больше. Высота чуть больше метра, метр 10, метр 15. Формирует до 6-8 бутонов. Бутоны смотрят строго вверх. Ну, с возрастом, как и у всех лилий, бутона становится больше. Аромат тоже средней интенсивности. У всех этих махровых лилий слабый аромат. Цветет, опять же, с июля по август до 3 недель. И морозостойкость до минус 30 градусов. Сейчас подскажу вам, как можно продлить цветение лилий в саду. Но это надо или при посадке, или при пересадке делать. Чтобы сориентировать вас по срокам цветения, скажу так. Лилии зацветают примерно через 90-95 дней с момента посадки, чтобы вы сориентировались. Поэтому, если вы хотите, чтобы цвели они с июля по сентябрь, сажайте по нескольку луковиц с интервалом 2-2,5 недели. Тогда цветение будет как бы растянуто. До посадки хранить луковицы надо в прохладном месте. Ну, как вариант, в овощном отделе холодильника. Только проверять надо периодически луковицы, чтобы они там портиться не начали. То есть высаживайте
В начале 5 луковиц там или 10, в зависимости от того, сколько у вас есть. Через 2,5 недели еще 10, еще 10. Сажайте, вообще лилии красиво сажать куртинами такими большими, и они получатся большими букетами. И представьте, один и тот же сорт в разных зонах сада высаженный будет цвести там один, потом в другом месте один, в другом. Я, может, в этом году тоже так попробую сделать. Единственное, но луковиц надо много сразу закупать. Это самый большой минус, скажем так. Ну, попробовать можно. Можно пересаживать часть лилий весной и взять луковицы, убрать в холодильник и высадить чуть позже. То есть одни уже покажутся, а вы новые только высадите. Ну что, понравились махровые лилии серии Роза Лили? Делитесь в комментариях, какие есть у вас. Может быть, у кого-то есть вот из этих сортов, что я перечислила. И что вы о них скажете и порекомендуете. Задавайте вопросы и увидимся в следующем видео.